Привет, друзья! Очень красивая задача. Вы увидите, дан прямоугольник А, Б, С, Д со стороной BC равной 3, и из середины О, диагонали АС, проведен перпендикуляр ОК, длины единицы. Нужно найти площадь этого прямоугольника. В чем была ловушка, вы спросите? А в том, что внешне задача кажется очень простой. То есть в простоте задачи была ловушка, и казалось, ну что тут ее решать? А задача оказывалась такой хитрой, довольно непростой. Вот давайте поговорим об этом немножко. Вначале скажу два слова об устном экзамене в СССР, потому что всегда возникают такие критические вопросы в комментариях, что разве это устная задача? Задача не устная, экзамен устный. Экзамен был письменный и устный. На письменном давали 5 задач, садился весь поток, там 5 групп, 200 человек или 150 человек. Вот они писали там 4 часа по условиям, решали эти задачи, сдавали. Потом приходили на завтра, смотрели, получил тройку, плакал, уходил домой и так далее. А на устном заходили группами по 5 человек, тащили билеты. Вот ты вытащил билет номер 13, и все, в обмороке тебя откачали. Смотришь, там два вопроса по теории, алгебра и геометрия теория. Допустим, по алгебре вывести формулу синуса двойного аргумента, по геометрии доказать теорему о трех перпендикулярах. И две задачки. Одна по алгебре, допустим, уравнение, а вторая задачка подобна нашей. Вот такой про прямоугольник. И вам давалось 30-40 минут, чтобы подготовиться. Сидело 2-3 преподавателя, можно досрочно отвечать. Пришел, сел, рассказал теорию, там вывод показал, задали дополнительный вопрос, ты разволновался, покраснел, все, ужас, ужас. Потом показал, как ты решил уравнение, как ты решил задачу, получил отметку. По результатам письменного экзамена, устного, ну, допустим, там физики и сочинения, ты набирал определенное число баллов и участвовал в конкурсе, все. И дальше попадал на бюджетное место, как тогда говорили, либо не попадал, шел там на заочное отделение. Вот как решали эту задачу многие абитуриенты тригонометрией. Принимали вот этот угол за альфа, это за альфа, нахрест лежащие углы равны, верно? Дальше из прямоугольного треугольника АБЦ находили АС. Ну, во времена СССР там учили наизусть, что гипотенуза равна катету, деленному на косинус прилежащего угла, поверьте мне. Дальше из прямоугольного треугольничка АОК находили АО, которая 1/2 АС. И катет был равен другому катету, деленному на тангенс противолежащего угла. Ну, для этого катета второго. Вот получали уравнение. 3 на косинус альфа равно 2 на тангенс альфа. Тригонометрическое, не слабое. Получалось 2 косинус альфа равно 3 тангенс альфа. Решали его. Попробуйте в качестве домашней задачи, для тех, кто не найдет своего решения, геометрического нашей задачи, дорешать это. Интересно, что получится. А я сейчас покажу, ну, красивое, несложное решение этой, вообще говоря, красивой и сложной задачи. Вот. Давайте так, продолжим АД. Вот так. И из точки С проведем параллельную. Параллельную к ОК. Вроде бы нормально, да? Вроде бы нормально. Поставим точку М и скажем, что вот первый шаг, нам нужно найти площадь прямоугольника. Первый шаг мы проводим СМ параллельно ОК. Ничего страшного нет, это угол прямой. Соответственно, углы при параллельных равны. Тогда по теореме Фалеса К серединка АМ, то есть АК равно КМ. Ну тогда ОК средняя линия треугольника АЦМ. Ну а средняя линия равна половине основания СМ. Значит, СМ равно 2. Ну либо из подобия двух прямоугольных то же самое мы можем получить. А вот дальше что? Дальше мы снова рассматриваем треугольник АЦМ. АЦМ. Говорим, что он прямоугольный, в нем проведена высота СМ. Тогда здесь работает теорема о среднем пропорциональном или среднем геометрическом. Некоторые никак не могут запомнить теорему. Наверное, прогуливали эту тему в школе. И я напомню, что в нашем треугольнике АЦМ известен катет СМ, и, внимание, проекция АД второго катета АС на гипотенузу. АД равно БС равно 3. И тогда, если я обозначу вот этот отрезок Х,
Ну, я все составлю теорему. Наверное, жирным напишу, напишите, хорошо ли было видно. СМ в квадрате катет есть среднее пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу. Вот такая простая молитва, все получается хорошо. Математическая. А m это будет x плюс 3 умножить на x. Простейшее получается квадратное уравнение равно нулю. Ну, отсюда по теореме Виета обратной мы получаем корни, это единичка, тогда из этого прямоугольного треугольничка мы найдем CD. Итак, CD будет равно корню квадратному из 2 в квадрате минус 1 в квадрате, корень из 3. Корень из 3. Вот CD корень из 3. Ну и площадь прямоугольника, длина на ширину, это понятно. Тройка умножить на корень из 3. 3 корней из 3, это и есть ответ на вопрос задачи. Ответ 3 корней из 3, задачка решена. 3 корней из 3. Вот. Некоторые хитрецы делали так, говорили, давайте возьмем угол 30. И получали единичку. Им сразу преподаватель говорил, вы решаете обратную задачу, вам дано 3,30 градусов, вы доказываете, что ОК единица. А нам нужно, зная тройку единицу, доказать, что угол 30 градусов. И абитуриент уже уходил с экзамена расстроенный, конечно. Ну все, нам осталось 350 человек, до 38 тысяч подписчиков на канале YouTube. И я позволю себе помечтать, вдруг перед Новым годом эти мечты будут сбываться. А вам желаю, чтобы ваши мечты тоже сбылись. До встречи. Я завтра еще выйду в эфир. Хороших вам праздников, выходных. Всего доброго. С вами был Валерий Казаков. Пока.